Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Известный социолог Евгений Копатько на связи прямо сейчас. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, те, кто нас смотрит и слушает. Я предлагаю начать, конечно же, с Женевы, конечно же, с итогов вот этих переговоров. Вообще, как бы атмосфера была специфическая, об этом журналисты пишут, потом после двух раундов таких тяжелых разговоров. Ну, одни пишут, что все хорошо, и общее заявление об этом говорит. Другие пишут, что не совсем все хорошо, есть очень серьезное камни преткновения, но вроде как в ресторан сходили, итальянский, в конце. Однако Украина замерла, да? Одни говорят о том, что это капитуляция, и сейчас как львы украинские представители бьются, чтобы ее облегчить. Другие говорят, ребята, дальше будет еще хуже, поэтому нужно принимать то, что есть, мол, а что мы хотели. Но навис над этим всем переговорным процессом, конечно же, коррупционный скандал. Поломанная ручка, якобы Умерова, да, возле блокнота, она разошлась как символ, да, того, что вообще происходит. Как вы думаете, насколько вероятно, что, в принципе, подпись Зеленского под мирным планом мы увидим уже на этой неделе? Ну, давайте так. Сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, действительно, там символизм он такой условный, и для меня, собственно, большого значения не имеет, как и для многих других. Это мы себе придумаем всякие такие вещи, чтобы отвлечься от базовых каких-то моментов. Я думаю, что, в принципе, Европа и Украина упираются предложением Трампа. Вот так вот, если сразу. И я полагаю, что есть там типа красные линии, как они называют, которые не перейти не могут, особенно касательно членства НАТО. Вот. И вопрос ваш, отвечая напрямую, что будет ли 27-го что-то подписано, на мой взгляд, если как базовое, да, потому что сказали, что за кадром остались какие-то вещи, какие-то документы, которые, ну, скажем, не попали в поле зрения журналистов или, ну, скажем, не ушли в народ, можно так сказать. Поэтому я полагаю, что скорее нет, чем да, то есть на тех условиях, которые есть. Хотя Трамп додавливает эту ситуацию, но опять-таки мы с вами смотрим утреннюю сводку. И это бесконечное шоу, оно продолжается, и там не думаю, что украинский народ там замер в ожидании чего-то, зрада или перемога, как они говорят. А вопрос задали ключевой. Для кого? Для кого этот мир нужен? Тоже для Европы, для Украины, для России, для Соединенных Штатов. Вот этот вопрос для кого и зачем, и на каких условиях. Вот эти вот вопросы, наверное, они ключевые, как бы оно банально не звучало. Конечно, мы понимаем, что война это колоссальная трагедия, которая коснулась наши народы, но по большому счету прагматичный подход Соединенных Штатов учитывает, наверное, базовые интересы все-таки свои. Тут не речь, опять-таки, о символизме там, Нобелевской премии Трампа, а речь идет, скорее всего, о том, что как дальше продолжать взаимодействовать или противодействовать России. Я смотрю через эту призму. Ничего, в принципе, в мире не поменялось. Европа то, как занимала антирусскую позицию, так и занимает. И я думаю, что даже если подписан будет договор, это в развитии вашего вопроса, там, 27 числа, то вопрос, они искусственно умеют это саботировать. Ну, смотрите, кто считался с предложениями России, просьбами даже, могу так сказать, о том, что не расширять НАТО на восток. Но это просто, смотрю, знаете, такие вещи. Ну, говорили, ребята, все хорошо, все нормально. Но если я как человек, который какое-то отношение имел к экспертной работе, связанной с Минском-1 и с Минском-2, могу сказать, что по итогу все выяснилось, что это был чистой воды саботаж. Как вы хотите, гарантий хороших или нет? Их пока нет гарантий, потому что если одна сторона, как Европа, я могу точно сказать, пока исключена из процесса мирного подписания, но все равно она пытается каким-то образом туда или зайти, или войти, я не знаю, как правильно даже выразиться. На мой взгляд, для европейцев сейчас как бы символические вещи для меня важны. Соединенные Штаты напрямую не пустили европейцев на эти переговоры. Отсюда и Женева. Отсюда и согласование. Вопрос, как будут развиваться события, я полагаю, что война на линии фронта, линия фронта пока дышит, пока идет война, пока гибнут люди. Это тоже реальность, которую мы имеем на сегодняшний день. И я думаю, что 27 число – это очередной дедлайн, который был уже десятки, давайте так, со времени прихода Трампа к власти.
вот эти заявления, как никогда мы близки к миру, я что-то подобное помню уже это весной, по-моему, этого года было, когда Трамп сказал, вот выборы скоро будут, правда, ведь летом, осенью у нас должны были выборы произойти. Просто напоминаю, как это было, и что все мы никак никогда были близки к миру. Тогда действительно было такое, я бы сказал, всемирное воодушевление и Трампом, и решением украинского конфликта. Но я думаю, что, скорее всего, этот путь будет очень затяжной. И если вспоминать слова небезызвестного Рабина, он как почему-то пишет, почему-то его сейчас часто так цитирует, что 15 января, возможно, какие-то будут движения. Но дело не в датах, не в цифрах. Я думаю, что события и факты, которые сейчас предложены нам для обсуждения, на мой взгляд, пока недостаточны для того, чтобы Украина приняла этот мирный план. Вот я так скажу. Ну, смотрите, Украина приняла, но мы как-то Россию исключили из этого процесса. Ну, вышел Путин, прокомментировал, говорит, да, у нас там все нас и так устраивает. В общем, посмотрим. Складывается очень интересная диспозиция. Пресса пишет о том, что есть еще один документ о 10-летних гарантиях для Украины, ну, а-ля типа 5 статьи НАТО. Значит, если Россия опять нападет, то тогда американцы могут, ну, как имеют право, использовать свою разведку и свои войска, ну, а Европа присоединяется, да, тем или иным образом. Ну, и это все как бы на 10 лет. Одни говорят, что, в принципе, срок нормальный, все хорошо. Другие говорят, да нет, какая-то тут есть тайна, какой-то подвох. И, ну, это какая-то соломинка, да, что можно назвать какими-то гарантиями какой-то безопасности. Но и этого недостаточно, судя по всему, потому что, ну, отдельные говорящие головы требуют в Украине чуть ли не конкретного пути в НАТО. Как вы думаете, разрулится этот вопрос? Разрулится ли? Потому что, насколько я вижу по сообщениям из прессы, то, что спорное, откладывается. Ну, это нормальная практика для такого рода переговоров, когда есть какие-то пункты, которые очень и очень спорные, их там давайте на потом, давайте чуть позже. Ну, вообще нам как бы вынесли вроде как, да, на будущую встречу Зеленского и Трампа. Я не знаю, она будет до Дня Благодарения, в День Благодарения, то есть Рубио намекает, что вполне вероятно, что сроки эти могут там на недельку-другую сдвинуться. Как вам кажется, вот все-таки вопрос гарантий, ведь он здесь ключевой. Ведь правду говорят те люди, которые утверждают, что ну, дальше будет следующее предложение будет еще хуже. Поэтому надо соглашаться и выжимать максимум гарантий, максимум ну, там, денег, гарантий, каких-то слов, каких-то бумаг для того, чтобы Украина сохранилась. И вот на этом сейчас держатся, ну, скажем так, высказывания таких людей, которые хотят более-менее казаться здравыми. Правда, Зеленский как-то не оценил. Говорит во вчерашнем обращении, что, смотрите, пророссийские позиции проскакивают в украинских голосах внутри страны. Да что ж ты будешь делать? Уже всех и посадили, и выгнали, и санкции наложили, и рты позатыкали. А они все лезут и лезут, эти пророссийские позиции. Ну, давайте так. Значит, я думаю, что базовые вещи, которые вы спросили, почему не то, что мы не упоминаем Россию. Для России, на мой взгляд, есть несколько базовых моментов, которые, очевидно, они будут держаться, где несовпадение идет ключевое с Украиной, допустим, сейчас, во всяком случае, в публичной риторике. Это не блоковый статус Украины. Вот это первая базовая вещь, которая, вот если от нее, думаю, будет отталкиваться все остальное. Если вы спрашиваете меня, где я вижу приоритеты, то для меня первый приоритет и базовый – это внеблоковый статус, где, собственно, пока компромисса нет, и для Украины это красная линия. Дальше. Коррупционный скандал. Мы коснулись этого вопроса в начале, я, в общем-то, не ответил на вопрос. Я считаю, он сильно подорвал позиции президента Зеленского, или бывшего президента, как называют сейчас многие даже на Западе. И это действительно очень такой момент переломный, условно говоря, для нынешней украинской власти. Что бы ни говорили, а политическая составляющая, я еще раз повторюсь, коррупция как таковая никого не смущала на Украине, не смущает сейчас. Это норма жизни для страны, там, как бы это сейчас ни звучало. Для людей, которые, условно говоря, живут на земле, это деньги, которые они платят для того, чтобы отмазаться от армии, если говорить простым языком. Для людей, которые во власти, это Минничи, там, Цукерманы там, или кто там еще там уехал за границу, это был вопрос дербанить огромные деньги, которые, собственно, за которые не понесла ответственность украинская политическая элита. Они просто выехали за границу. То есть я полагаю, что
на Западе, вот как раз это, знаете, подтверждение уровня субъектности Украины, как по мне. То есть люди, которые взяли очень большое количество денег, и с ними, по большому счету, ничего не случилось. Как и не случилось с президентом. Но с Не-не-не, другой подождите. Вы как-то... Это, по-моему, какой-то... Подождите, не случилось пока. Ну, не случилось пока. сколько должно пройти времени, Александр? Нет, не времени, подождите. Дело не во времени, дело в конкретных фактах. Вот сейчас я не знаю, там, насколько это будет подтверждено на этой неделе, она будет такая очень насыщенная. Вот, например, подозрение Умерову, о нем пишет там депутат Гончаренко. Правда, неправда, посмотрим. Будет выписано, не будет выписано. Умерову, который представляет Украину на этих переговорах. Сегодня выходит статья в «Украинской правде» о Миндичгейте. Говорит, Ермак давал задание готовить подозрения не только главе антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, но и НАБУ, причем несколько раз, да, давал задание вручить госизмену не только Арахамии, но и другим людям, которые пишут или говорят, открывают рот о Миндичгейте. То есть, понимаете, в чем дело? И эти люди, вот этот стоит Ермак и говорит, что мы там все, мы защищаем. Эти переговоры в Женеве можно вообще резюмировать, подвести черту и сказать, что они защищают не Украину, украинский интерес, государственность и приближают к остановку войны. Они защищают свою шкуру, задницы и безопасность отмытых, украденных капиталов. Они готовы делиться, они готовы давать, они готовы лишь бы сохраниться. Это очень серьезный крючок. И вы так говорите, да, ну все привыкли там... Нет. Не все привыкли. Это не подтверждение субъектности, а подтверждение зависимости. Потому что на этом крючке они могут подписать все, что угодно, и не только ручки ломать. Послушайте, подписать они могут и по-другому. Что, ничего не научила судьба Строскана, как ломали? Еще раз говорю, субъектность заканчивается на раз, два, три при возможностях Запада, которые дают деньги. Вы что думаете, деньги, которые они посылали Украине, половина-то денег, ну не знаю, или большая часть, скажем так, это будет корректнее звучать, она вообще на Украину не попала. Вы что думаете, они не знают, куда они деньги эти девали? А значит, что при помощи этих ребят из Америки, Британии, там, не знаю, Германии, каких-то других стран не отмывали, не выводили за границу. ФБР, я так понимаю, полагает, и я думаю, что все эти деньги, они прослеживаются, потому что они контролируют финансовую систему. Для меня это как бы вопрос такой второй. Это мы вопрос, опять-таки, поднимаем субъектности. Когда надо, Украина субъектна. Сейчас и нужна уровень субъектности высокий. Потому что, ну, это, собственно, для России нужно. Потому что надавить на Украину можно значительно проще. Вот. И также влиять на этих политиков можно значительно проще. Вот это мое мнение. А Нет, так, подождите, конечно, поясните, пожалуйста. Уровень субъектности, который повышает... Политика в том числе, да. Это политика в том числе. Давайте я попробую. Хорошо, подождите, какая субъектность Ермака сейчас и Умерова? Ну, пока они находятся во власти, пока второй не арестован или не задержан, или как это, не признан свидетелем, потом подозреваем, потом обвиняем, и не знаю. Я думаю, что ну, как-то большой роли это не сыграет ни в каком случае. Я думаю, что, скорее всего, решается судьба Украины без Украины, если часто. А вопрос этих игроков, которые там свою шкуру защищают, как вы сказали, в Женеве, ну, как по мне, я же говорю, есть значительно больше рычагов влияния на тех же политиков, которые вот не требуют этого камуфляжа и шума, вот связанного с такими политическими переговорами там, с европейцами, с Рубио и так далее, с американцами. То есть я, по большому счету, как говорил, так и говорю, я не вижу здесь, как по мне, это больше игра вовне, для политикума. Вот я вам объясняю, почему. Если надо, придавят, вот, нашли это дело, вытащили. Я сказал, у нас нет предмета спора. Когда нужно было, коррупции говорили все. А потом, когда включился определенный инструмент по поводу того, этого Миндича, то все заработало сразу, и товарищ быстро уехал в Израиль. Но я просто говорю, с ними ничего не случилось. Ну что, случилось с миллиардом Яценюка что-то? Я вас умоляю. Ну что произошло? Его обвинили, Порошенко, или кто там обвинил его в том, что он присвоил себе $1 миллиард. Об этом говорили на Западе, и Яценюк спокойно работает себе саентологами, живет в мире и периодически выступает, участвует в политической жизни. Я не упрощаю. Да, это серьезнее скандал на самом деле, чем дело там Яценюка по стене какой-то эфемерной, защитной. Здесь больше, я считаю, все-таки сведение политических счетов внутри страны. Это мое мнение. Я имею в виду внутри Соединенных Штатов. Потому что там действительно есть первая, это политическая составляющая внутри. А вторая, извините, наверное, банальная, это
тот же аудит, потому что если деньги американцы уже в таком количестве не дают, а у европейцев такие ресурсы есть, но они будут осторожны с тратой, они хотят посмотреть, куда делись такие деньги, которые выделялись на Украину. И, как выяснилось, речь идет о десятках миллиардов долларов, которые не пошли на оборону Украины, не пошли на решение каких-то экономических, политических или военных задач внутри страны. Вот я так вижу эту себе ситуацию. Хорошо, а украинский народ, как вы оцениваете, исключительно с профессиональной точки зрения, как социолог, готов к миру? Похабному. Ведь другого не будет. И все видят, какие замазанные, зашкваренные вот эти все... Да, смотря фигуранты. от чего исходить, от какого мира. Конечно, население в большей части своей готово и деморализовано. Вы правильно сказали, обозначь несколько. Это бьет по самосознанию людей, по их, вот те, которые, условно говоря, сейчас находятся на Украине, которые не могут выехать из страны. Я вам хочу сказать, что для них это тоже удар. Но удар есть еще для другой группы населения, которая активно вовлечена в войну. Таких несколько сот тысяч человек, которые, в принципе, не будут согласны с этим миром. И их позиция, я бы разделил даже украинское общество внутри, не имею в виду там заграничную его часть, а имеется в виду внутри. Во-первых, большая часть или большая часть общества, она деморализована, это однозначно. Уже нет такого доверия к власти как такой, потому что оно размыло, оно практически дисквалифицировало власть Зеленского как такого. Неважно, там вернется Миннич или не вернется этот Цукерман или кто-то другой с этими, они уехали с деньгами. Все, до свидания. Вот если вещи называть своими именами. Доверия к ним нет. Зеленский так или иначе отстроиться от этого не сумел. Вопрос сохранения власти, пока он сохраняется, с ним ведут переговоры как с субъектным человеком, но на более, скажем, действительно с более невыгодных позиций, прежде всего относительно Соединенных Штатов, а не России. Я так вижу эту ситуацию, потому что этот скандал сделал более сговорчивым на переговорах с Соединенными Штатами. И отмыть его от скандала с Минничем не получится в полной мере. Стать национальным лидером и героем ему тоже уже вряд ли пройдет, то есть даже если он станет миротворцем. Вопрос такой, что касательно деморализации, а почему мы не думаем о второй вещи, что вы вспомните, годовщина Майдана очередная была, сколько людей вышли, вы что думаете, Майдан уже развивается, то, что я вам какое-то время назад говорил, происходит вот эти вот основы, которые там в России принято говорить о скрепах, вот те эфемерные созданные скрепы, Майданом, которые создали людей, это же вещи, которые нужно глубоко понимать, как глубоко было разочаровано общество после первого Майдана через 5 лет. И практически 3/4 людей высказывались негативно о нем действии. Сейчас, да, людям трудно отказаться, тех, кто, условно говоря, там ходили, выступали. Я не судья, не полиция нравов. Но происходит такой момент своего рода. А за что вы скакали вы туда, ребятки? А вы как вы думаете, когда вы понимаете, что та идеология, которую вы, какую свободу хотели, которую пишет там Галиотти или кто-то другой о том, что там за свободу стояли, да не за свободу стояли, потому что по факту выяснилось, что это инспирированная извне операция, которую подтвердили те же Венс, Трамп, масса людей, о том, что принимали это часть государственного переворота, который произошел в стране. Вот эти действия направлены были на насильственную смену власти в стране, которая, в общем-то, потом и случилась. И Украина, по большому счету, потеряла все свои возможности иметь нейтральный статус и все прочее. Вот отсюда надо плясать. Вот отсюда происходит эта вся история. Мы же, не забывая эти вещи, которые произошли тогда, ведь база, на что опираться будет общество, с чем ему будут привлекать Майданом, который не состоялся, в итоге, который привел к тому государственному перевороту, к которому имели отношение 5 миллиардов долларов Соединенных Штатов, который официально уже помещен. Погодите, хорошо, я понял. Получается, что вот эти скрепы Майдана размыты, подмыты, уничтожены, нивелированы. Получается, что нового Майдана не будет. Поэтому мы очень пристально наблюдаем за риторикой этой Женевы, которая прошла. И мы там что слышим? Да и от Трампа что мы слышим? Говорит, в общем, если ты сейчас не отдашь... Самый спорный вопрос, да? Отдать Донбасс, не отдать Донбасс. Говорит, не отдашь сейчас, ты его проиграешь. Спустя какое-то время. По-разному называют. Так называют месяцы, кто-то называет годы, по-разному. Но ты все равно его проиграешь. Дальше. У нас очень интересный такой процесс идет в Крыму. Отмечают, что на фоне этого всего происходящего активно продается жилье.
ну, там эти новостройки, вот это все, привлекают инвесторов, обещают очень интересные условия в плане того, что, ну, это и раньше было, но имеется в виду, что это теперь будет как бы, ну, твоя собственность, да, которую ты можешь продать не просто там внутри России кому-то где-то как-то, а как бы в мире. То есть это вложение конкретное в недвижимость. Это там рассказывают на этих симпозиумах, на всяких там, знаете, встречах вот этим людям из России, которые уже потянулись с деньгами и вот уже думают, куда вкладывать деньги и считают, что Крым как бы привлекательная история ввиду того, что, я так понимаю, будет его признание, ожидается, да, ожидается снятие части санкций, соответственно, какой-то новый юридический статус. Вы видите в перспективе, да, вот этих договоренностей, ведь многие говорят, что это база, да, база. Но от этой базы мы же можем бросить как бы ну, туда ветку вариантов и возможностей в сторону конкретных решений, которые упрочнят положение, например, России в статусе Крыма вообще в мире, то есть все официальное признание ждет, ожидает, других территорий, которые остаются. Какой-то такой очень специфический в этом, я имею в виду, в этом сегменте, да, людей список ожиданий. У вас какие? Это второй базовый принцип, Александр подтверждает. На самом деле, первое – нейтральный статус, второе – не менее важное, я считаю, что и даже они вполне паритетны по требованиям России, это то, что признание, безусловно, Крыма и Донбасса. Но Крым уже априори, то, что вы говорите, какое будущее, так это происходит уже в Крыму на протяжении последних, вот сколько там, 10 лет уже это и происходит. Активное строительство, создается инфраструктура, и все это есть. Это как вот те, кто там бывает в Крыму, они видят, что это действительно как бы там серьезные изменения происходят. Они сейчас уже будут. А вопрос международного признания, я думаю, что очевидно, это вопрос времени. И для международного сообщества, для всего, опять-таки, если мы отталкиваемся от того, что эти вещи были инспирированы Западом, я опять-таки цитирую Запад, и в данном случае все, что касательно кризиса на Украине, там львиная доля Запада, то извините, какое отношение тогда они должны иметь к санкциям? Тогда зачем санкции нужны? Санкции, получается, это тоже, исходя из всех посылов, которые сказаны, так, почему должны быть санкции, если это, собственно, вина Запада в этом очевидна. Вот. Так, поэтому я думаю, что вопрос времени, я полагаю. И в данном случае по Крыму вы так задаете, как со стороны вопрос. Да, безусловно, наверное, если ситуация будет развиваться подобным образом, как сейчас, если мы идем в мирный трек, как принято сейчас говорить, тогда да, это признание Крыма и Донбасса. Я думаю, что это одна из базовых требований России, по которым не будет уступок. Там еще, наверное, пару моментов, которые имеют отношение к тому, почему Россия уступать не будет. Еще раз говорю, еще много чего может измениться. Еще есть вещи за кадром остаются, с которыми с вами вряд ли сейчас можем оперировать. Но, на мой взгляд, как социолог, я хочу сказать, что то население в Крыму-то растет, понимаете? В Крыму-то растет, и люди приезжают туда. И не забывайте, что еще в начале, когда случился второй Майдан, то перепись 2015 года показала, что население Крыма выросло не за счет России, прежде всего, а за счет беженцев, прежде всего, Херсонская, Николаевская, там, области, там, из Донбасса много людей приехало в то время. И многие там осели. Вот. И сейчас, конечно, меняется много в Крыму, на самом деле. И, скажем, качество жизни, безусловно, меняется. Вот это, Александр, вещи, которые есть реальность. Вопрос признания, я думаю, вопрос времени. Если будет тот компромисс, а в чем должен быть компромисс, на мой взгляд? Если признать, что Запад несет ответственность за кризис на Украине, тогда вопрос санкций как-то становится несколько по-другому звучит, понимаете? И тогда санкции относительно Крыма, как-то могут уходить, или относительно России в целом. Уходить на второй план, я так понимаю. Потому что, как, ребята, если вы взяли ответственность на себя за этот кризис, то скажите, а какого черта будут тогда эти санкции? Вот и все. А Украина в данном случае, конечно, это потеря субъектности. Потеря субъектности на Украине случилась 22 февраля 2014 года. Вот этот момент точки невозврата. Я говорил и говорю. Вот все. Государственный переворот, смена власти насильственной. Вот это тогда для Украины это была роковая точка. Все остальное, я не знаю, как будет развиваться. Многие, наверное, не знают из нас. Но мы видим, если проследить этот путь 11 лет, который был, там, условно говоря, с 2014 года, если я сейчас конец 15-го, вот как за 11 с лишним лет,
мы видим, к чему это привело. Любой может отмотать пленку назад и посмотреть, к чему привело. Если смотреть договоренности, которые были, скажем так, в Минске, они не сработали, это было тяжко времени. Поэтому Россия будет требовать очень серьезных гарантий. И пока их не будет, я думаю, что Россия за стол переговоров не сядет, если вы спрашиваете мою точку зрения. Для Украины, очевидно, важно понимание того, как вот я смотрю с западной точки зрения сейчас. Они считают, что базовая вещь, которая будет, и которая, очевидно, будет преподноситься украинскому народу как победа, это, опять-таки, я цитирую западных товарищей, это то, что Украина сохраняет свою субъектность. И Россия будет вести переговоры с руководством Украины, то, которое будет на данный момент времени или на какой-то момент переговоров. Это очевидно, если исходить из логики документов, которые предложены для обсуждения, для подписания. Нет, но подождите, если исходить из динамики и того, что мы видим сейчас, как это все происходит в Женеве, то тут вообще как бы налицо другой момент. Сначала будет договоренность США-Украина, а потом все же ждут, поедет ли этот Дрискал, новый уполномоченный Трампа по Украине, в Москву или не поедет. Вот это, наверное, ключевой момент, потому что, опять-таки, можно договориться о чем угодно с Зеленским, тем более в его положении. Еще раз, я это утверждал там у себя на стримах, мне кажется, что бы сейчас там не выливали в прессу, Зеленский подписывает чистый лист бумаги. Вот чистый лист. Это как вот договоры, да, там подписал и все. Да. То есть, понятно, это все то, что сейчас там видится. А контент потом накидает, вы это имеете в виду, да? Конечно. То есть, тут у нас немножко поменялась история. Значит, то как бы Россия готова была подписать условный чистый лист, да, а ее там обманывали. Я имею в виду минские процессы. Вы так, в глубину уходите этой войны. Вот в принципе, так было. А сейчас немножко... Без этого не поймешь, почему сейчас это не происходит. Ведь понимаете, Александр, вы абсолютно правы. Уже проехали эту историю, уже было это дело. И, конечно, вот человек, вот представьте, это на протяжении многих лет идет эта история. Извините, что я вас перебил. Это просто продолжение ваших слов. Конечно, тут дело не в глубине. Это не то, что я хочу заморачиваться, там, нужусь вам по поводу этой истории. Но это имеет причинно-следственную связь. Еще раз говорю, пока мы не поймем причины конфликта, вот пока мы не разберемся, ответственных сторон, у них есть все равно имена, фамилии и курсы проведения валют. Понимаете? Вот как, куда кому достались деньги, наличными или по переводу. Вот эти вещи все есть, они как бы присутствуют. Они стали механизмом для дальнейших движений, которые привели к определенным политическим, социальным последствиям. И для населения Украины, конечно, важно, вот если вы хотите, мое мнение, вот возвращаясь к этому, безусловно, народ безумно устал. Они примут любые соглашения, подчеркиваю. Вопрос, будет ли управляемость страны, мы с вами говорили о рисках. Какие риски есть для Украины в данном случае? Если базовая вещь сохраняется, если мы опять-таки берем за основу эти возможные договоренности, что Украина сохраняется как суверенное государство, о чем говорят американцы, это признают Россия, Европа, и прежде всего Соединенные Штаты, и как будут внутри этой страны люди, вернувшиеся с войны, решать эти вопросы. И кто будет ответственный и виноват за те события. Потому что там накопилось вопросов уже больше не к России, а там будут вопросы и к Соединенным Штатам, и к элите, которая находится в управлении. И, очевидно, если как-то немножко ослабится хватка силовых структур, то будут претензии и к политическому руководству, к людям. То есть это возобновит такую, знаете, я не назову это политической жизнью, а вот так, как бы псевдополитическая жизнь, где будут выяснять отношения все со всеми. Потому что там уже народ потихоньку рычит даже в политике. Вы же видите, что фракция не едина, то даже слуг народа. Потому что, по сути дела, юридически никто не легитимен. Последняя легитимная власть – это местная власть, они закончилась их легитимность. Вот. И тут возникает же, смотрите, какая интересная диспозиция, которую я хочу все-таки подчеркнуть. То есть США подписывает что-то с Украиной, а потом США подписывает что-то с Россией. Получается, как раз-таки Россия и Украина в текущем положении дел, где никто не легитимен, ничего не подписывает. Это камень преткновения или, скажем так, путь и выход на более широкие и прочные договоренности, как вам кажется?
Я думаю, что пока о прочных договоренностях говорить рано, потому что, очевидно, вот вопросы остаются по-прежнему в власти, которые есть сейчас на Украине. Но здесь я позволю себе, Александр, небольшую ремарку. Дело в том, что это не Штаты Украина, а то, о чем сказали американцы, то, что обсуждали Путин и Трамп, это анкоридж. И базовые вещи, они, в принципе, договоренность сперва была России из Украины, и как на Европе говорят, что Трамп продавливает российские нарративы, я правильно цитирую? По-моему, почти дословно. Вот. И вот отсюда были предложения, которые пришли Украине, с которыми она и с европейцами не соглашается. На мой взгляд, это важная последовательность действий. А действительно, как вы сказали, я не думаю, что совсем уж так чистый лист бумаги, но логика ваша мне понятна и, наверное, отчасти есть. Но я полагаю, что это все-таки договоренности Европы и Соединенных Штатов, потому что вот здесь, на мой взгляд, базовые отношения. Украина – инструмент для них. А там какие-то интересы более серьезные. Это продолжать или не продолжать войну. Я позволю просто маленькую ремарку, которую мы как бы упускаем. Там базовые моменты обсудили, я вам обозначил. Это нейтральный статус, это безусловно принятие территории, еще там пару пунктов, которые будут для России важными и базовыми. А вот теперь вот представьте, вот я себе там делал выписки какие-то, вот готовясь к эфиру с вами, вот представьте, 600 тысяч сохранится украинская армия. Вот думайте сейчас. Вот я посмотрел, даже это бодается за эту историю. Я посмотрел, какая армия у ФРГ. 186 тысяч человек. Но у них бюджет на эту армию 186 тысяч человек в условиях мира 68 миллиардов евро. При валовом внутреннем продукте 4 триллиона 660 миллиардов евро. Так, то есть для них это, в принципе, подъемные деньги. И то они там увеличивают, очевидно, свои проценты на оборону. Посмотрим Польшу, которая близка к Украине. Я просто сейчас приведу, эти цифры очень важны. Порядка 200 тысяч, там разные данные, там 212 или 180, неважно. Ну, будем порядка 200 тысяч человек. ВВП приближается к триллиону долларов. Порядка 850 миллиардов, там, несмотря на польские источники, это практически триллион. И вот, Александр, считайте вариант. Вот, и при этом, да, численность 200 тысяч там и 200 тысяч там. Еще у французов примерно 200. И вот если объединить бюджеты на 600 тысяч человек, которые хотят сохранить в армии, я спрашиваю, это что, весь бюджет Украины будет работать? Я простой, вот для себя вопрос, я посидел, думаю, о чем мы бодаемся за эти вещи? Хорошо, русские скажут, там, допустим, в России на переговоры, да, оставляйте в армию 600 тысяч человек. Понимаете, наступает мир. Вот я вам просто, это вещи, которые вот предлагаются вот по переговорам, они будут бодаться за 600 тысяч человек. Я посчитал просто триллионы, как это просто арифметика на поверхности. Тут нет никакой тайны мадридского двора. Мы уже зацепимся за этот только пункт, который, казалось бы, тут вопрос о численности армии в 600 тысяч. Вот и все. И вот, а как этот вопрос решать мы будем? И таких, если так подумать и вникнуть в вопрос, вот я же говорю, допустим, люди, которые будут возвращаться, куда вы эту армию будете держать в условиях мира в 600 тысяч человек? А какие последствия? Что с этой армией будет? Как она будет взаимодействовать? Вы меня как социолога спрашиваете с гражданским населением. А нужно ли держать эту линию фронта? Откроют ли пункты переходов? Понимаете, что в каких-то странах был, там изучал последствия конфликтов. Тот же Северный Кипр, та же Северная Ирландия, как это было. И как люди будут входить в мир с такой армией? Это половина русской армии до 22 года. Вот хотя бы вот этот вопрос, если вникнуть, подумать и разложить военным экспертам. Мы с вами гражданские люди, но вы меня как социолога спросили, да. Я задаю себе вопрос, когда милитаризация страны будет на таком уровне, а это же вы понимаете, Александр, помимо армии, это еще дополнительные структуры, там, это и полицейские структуры, там, и Нацгвардия, все, это же все как бы тоже автоматически увеличиваются все эти вещи. И что это получается? Армия Северной Кореи, которая там, Северная Корея другая, это опять-таки сравнение неплохое и нехорошее. Какая это структура страны будет? Какая социальная структура с огромной армией? И гражданское правительство сможет бы управлять армией? А если, вот теперь я подвожу к мысли, меняется власть без выборов, если сейчас есть разные там гипотезы, прогнозы, варианты о том, что там возможен государственный переворот, возможно некий Пиночет, вот у ваших там тоже вопросы были на прошлых эфирах, и у ваших коллег, вот, которые выступают с вами. Ну хорошо, вот тогда это может быть интересно. Но тогда зачем эта армия нужна в условиях мира? Я задаю вопрос. 500 тысяч человек на границе с Россией. Белоруссии там, поляки там, венгров, это не особенно, румын должны беспокоиться, словаками, я так думаю. Вот вам, пожалуйста, пока вот я просто ушел в простую тему.
И что мы будем, какое пространство будет послевоенное с огромной армией, которая непропорционально будет как бы огромной с условием того, что экономика там мизерная. Ну, смотрите, тут такой момент еще. Но эта мысль интересная сама по себе. Мысль интересная, тем более, что здесь я хотел бы два аспекта из этой мысли вычленить. Аспект первый. А куда их девать? Вот люди, на самом деле, и вы как человек профессионал, да, в социологии, их девать некуда. Ну вот смотрите, демобилизовали, например, там сейчас 1 миллион, хотя там тоже это все, если там вычесть язычешников, вычесть вот эту всю, откровенную ложь о потерях, о раненых, откровеннейшая ложь, все прекрасно понимают, да, о том, как это все происходит уже, и называются уже там, знаете, так вот, пробросом. Вот у нас 500 тысяч убитыми, говорит один депутат. Ну, ему говорят, ой, а что это за цифра? 31 тысяча, аж вроде Зеленский говорил. Ну, смотрите, все уже все видят. Однако, их некуда девать. Ну, вот этих людей, их, вот что, заводы есть у нас. Что, кем они будут? Кем они будут? Они будут программистами всеми? У Федорова будут в ДИИ инновации делать? Или что? Или будут хлеборобами? Или кем они будут? То есть тут же очень важно, или они будут строительством заниматься, и все пойдут в строители, будут отстраивать там что-то, какие-то объекты, а какие объекты, за какие деньги. То есть это тут тоже очень важный момент, и понятно, что процесс демилитаризации и сокращения числа армии, это должен быть очень и очень, не быстрый, а поэтапный такой момент, потому что людям не на что жить. У них и так на самом деле там небольшие зарплаты. Мы же видим, опять-таки, Зеленский анонсировал повышение зарплат. Кто-то считает, что это как бы шаг к эскалации. Вполне вероятно, что это может быть наоборот, шаг деэскалации. Им поднимут зарплаты и будут потихонечку сокращать. Сокращать. Вот со следующего года они там будут получать по 50 тысяч гривен, даже в условиях там условно, допустим, к примеру, прекратившегося конфликта, прекратившейся самой войны непосредственно на земле. Понимаете? Это очень серьезный социальный проект. Это нужно. Не просто так заговорили европейцы о том, что давайте, пускай ВСУшники отправляются там в Прибалтику, будут там ходить, дежурить, дронами просматривать границу, что вдруг Россия не напала. Есть же такие идеи, они звучат в Европе. Поэтому тут тоже платит за все европейский потребитель, это понятно, или там налогоплательщик, это понятно. Однако это один нюанс. Но второй нюанс – это то, что называется военным переворотом и его непредсказуемость. Да, сейчас это звучит как какая-то фантасмагория и что-то нереальное. Однако, вы так говорите, на границе с Россией 600 тысяч вооруженных человек. На границе с Европой 600 тысяч. На границе с Европой. И эти люди... Солдаты, обученные, необученные, разные, абсолютно разные, прошедшие, не прошедшие горнило боевых действий, они же потекут тонкими струйками в Европу. Это социальная нагрузка достаточно серьезная. Это опасность криминогенной обстановки. А если вдруг мы возьмем и гипотетически предположим, что условно вот эта армия совершится военный переворот, и все почему-то думают, что этот военный переворот приведет к власти какого-то военного, который скажет: все, будем дальше воевать с Москвой. Но этот же военный диктатор, гипотетический, который учинит переворот с Европой, он же может сказать: ребята, да нас обманывали, мы врали. И он может резко развернуть эту угрозу в сторону той же Европы. Я думаю, что когда мы анализируем европейскую позицию, нам нужно думать как бы и с этой стороны. Потому что потенциально война и воюющая страна – это потенциальная угроза при всех сменах. Прокомментируйте геополитический и социальный аспект этого вопроса. Я вам, Александр, благодарен за этот разговор. На самом деле мы попытались с вами, знаете, достаточно широко подойти к вопросам возможных гипотетических вариантов развития событий после войны. Я с вами абсолютно согласен относительно того, что вы говорите не на границе в России.
с Россией, даже не на границе с Европой, а внутри Украины. Я даже продолжу вашу мысль. Вот эти 600 тысяч человек, я просто говорю, не то, что мы зацепились за пункт договора, я просто моделирую ситуацию. Вот, допустим, сохраняется статус-кво, как-то договорились, вот армия недовольных людей, да, потому что это же мир на тех условиях, которые сейчас предлагаются для некоторой части населения, особенно которая воюет и заточена на войну, но является неприемлемо. Это раз. Управлять этой историей будет очень сложно. Мы всегда знаем, что в любые времена, это не то, что мы все знают, это я фразу не люблю, такая нелперская фишка, но действительно практика мировая показывает, что после войны всегда люди, которые возвращаются, то высокий повышается уровень криминогенной ситуации, то есть как бы преступность растет, особенно касательно в другие страны, может быть не тонким ручейком, если граница откроет, а широким потоком, потому что без виз все-таки, и это как бы может опять-таки организованные, обученные, имеющие боевой опыт, не имеющие сентиментов люди в Европе будут наводить порядок, вполне, который нужен им не порядок, а, собственно, создавать себе зоны для жизни, возможностей. Естественно, это не строительство, как вы сказали, не работа в шахтах и не работа в поле. Это, да, это риск европейцы считают. Следующее. Охранять Прибалтику. Очевидно, там не нужно сотни тысяч человек, там достаточно, может быть, батальона, максимум, который мы понимаем, который за счет этих дронов или чего-то там еще может эту границу охранять. И действительно возникает вопрос внутри, а что сделать с огромным количеством людей, даже в условиях переворота, направить, которые останутся в армии. Вот и это как бы социальные последствия. А теперь другой вопрос, продолжая дальше. Вот мы имеем армию 600 тысяч человек, нерешенная задача. Но, скорее всего, будут решать это как пункт, который эфемерный. Я вам показал его просто как возможность, если на практике мы спустились на грешную землю, и эксперты нам, и демографы расскажут, что это действительно и экономисты, и военные, что такая армия не нужна. А теперь вопрос дальше. Опять-таки вы сказали вопрос, это же миграция из страны, да? Это опять-таки, допустим, будет мир. Второй риск очень большой, что люди поедут из страны. Есть, правда, сдерживающий фактор, о котором мы с вами на эфирах не говорили, и не всегда затрагивают наши коллеги, но можно развить, вот вы, может быть, на эфирах. А речь идет о действительно, будет ли ЕС, то есть как бы и Россия вроде не возражает против членства Украины в ЕС, и вроде Европа не возражает против этого, да, но имеется в виду, тут дело не возражения, что как вариант возможный. Сейчас, правда, его в связи с этим Миндичгейтом, я, кстати, еще вернусь к этой фразе, к символической, Миндичгейтом, то европейцы тоже опасаются. Говорят, а что, с таким уровнем коррупции, вот тогда для них вот эта символическая вещь имеет значение. Разве Украина будет готова вступить в ЕС? Нет. Значит, для этого будет еще дедлайн, условно говоря, продлен. И тогда, чтобы хотя бы решить эту задачу. Это чисто практическое. Население, значит, требовать будут тоже, чтобы оно выполняло, рыба не с головы очистит ее с хвоста, население начнут напрягать после войны по поводу того, чтобы вот эти вся коррупционная составляющая сошла на нет. Но не надо будет платить деньги ТЦКшникам. Значит, может быть, не надо будет платить деньги за выезд за границу. Тогда, возможно, как-то легче будет контролировать людей. Вопрос сейчас контроля. Что делать с людьми, которые сейчас, я следующую мысль продвигаю, которые не доверяют этой власти, которые не любят эту власть. Ни один социологический опрос вам это сейчас не покажет, потому что я вам объяснил процедуру, как это происходит. Большинство людей не доверяет этой власти, это очевидно. И кризис доверия будет в связи с подписанием. Это тоже вещь очевидная, на мой взгляд. Потому что общество будет расколано по признаку, как вы сказали, зрада перемога. Это, Александр, еще один риск для этой страны. Учитывая, что, как мы говорим, согласно этим договоренностям, мы просто надеваем разную вот эту большую мозаику этого возможного мира, что как будет в случае, если эти планы будут выполняться, то вопрос доверия к власти будет очень серьезный. Теперь Миндичгейт. Это, кстати, вот здесь символическое значение имеет большое. Я когда нам мне показывали, там где-то гостиница находится, где там это дело, Торгейский скандал, гостиница была, где происходили, там даже окна есть, там всегда, когда едешь, там рассказывают люди, вот здесь происходили. Так вот, когда после этого скандала Никсон покинул власть, и его ближайшее окружение тоже. Если мы называем это Миндичгейтом, то, по идее, это коснуться должно всех других товарищей, которые являют ближний круг сейчас первого человека в стране. Но не так ли это? Потому что если это имеет такую нагрузку смысловую, то после этого следует
не эфемерная какая-то, не символические шаги, а именно последствия, которые коснутся карьеры непосредственно. Вот так вот я думаю еще. Понимаете? Вот поэтому вопрос, что будет с этим, что будет с людьми. Мы видим общество разочарованных людей, у которых нет доверия к власти, где размываются идеи Майдана. Да, большинство, может быть, людей, которые сейчас живут на Украине сейчас, они понимают, что как бы все равно вот это вот антирусский проект, он существует, но он будет размываться, нравится кому-то это или нет. Потому что окажется, что вопросов много к Европе, окажется вопросов, что нас обманули в очередной раз, но было уже в конце концов. Были аналогии даже в советском периоде. То есть, еще раз говорю, сейчас не хочу этих каких-то исторических споров, но было, когда это была Великая Октябрьская революция, да, а потом это был переворот. Но это как бы тоже трагическая история была для всего постсоветского пространства, когда стало размываться еще после прихода к власти Горбачева. И так на Украине просто объясняю, что когда тянется, вот ваша базовая вещь была, которая, вот этот Майдан, который революция достоинства, революция, которая совершилась, то есть как бы я же ни в коем случае там не говорю как-то там, не буду сейчас моральные оценки давать, я говорю о фактах, который поднимал людей, которые в принципе, и не забывать еще будем то, что большинство на Украине Майдан-то не приняли, это же нужно помнить всегда. До переворота, уже перед переворотом, 22 февраля, большая часть, по данным социологическим опросам, Майдан не принимали. Вот это нужно помнить. И внутри людей, как бы там война не мобилизовала на короткий промежуток времени людей, мы с вами же моделируем ситуацию на будущее, они все равно не сторонники Майдана как такового. Да, их можно заставить как-то это все дело может принять, но рано или поздно это размоется, потому что под ним нет основы. Люди, которые носили, вот которые были как бы светочами Майдана, если можно так сказать, они себя давно все дискредитировали. А эта власть, которая тоже за идеи Майдана, нынешняя власть, она же преемственна, но я имею в виду нынешнего президента, окружения, но им до лампады, как кто-то сказал, и Майдан, тому же Миндичу, тому же Цукерману, тому же, я не знаю, там кто там еще у них уехал за границу. Им же до лампады. Это поколение, которым ни история этой страны не важна, ни, как кто-то из экспертов сказал в свое время. Этим людям все равно, что происходит в этой стране. Они с ней решали финансовые вопросы, они уехали из этой страны. И вот с этим осталось руководство. А что делать, чтобы вернуть, чтобы эти люди стали моральными символами там, или какими-то людьми, которые объединяют это все. Я вам как социолог говорю, что человеку должно, чтобы доверие к тебе было? Вот вопрос. Можно Порошенко посадить. Подождите, посадить, вы как-то сказали, извините, посадить, это как бы, в смысле, чтобы он стал президентом, давайте так, да? Нет, посадить в смысле в тюрьму. Ага. Вот смотрите, тут у нас же... Это решит вопрос? Так, а дальше, конечно, решит. Все будут говорить о том, что вот смотрите, Порошенко тоже завязан на русских, тоже. Это действительно серьезный такой внутриполитический взрыв, да, будет. Это же карта, которую держал Зеленский очень давно. Все говорят, что он не может. Вот опять, все говорят, Порошенко посадить нельзя. Да нет, можно. Вы понимаете, сегодня Зеленскому внутри можно все. И опять-таки, есть такая версия, и я тут разделяю мысли тех людей, которые так утверждают. Вот поехал же Ермак туда, да, и Умеров. Они поехали. Они зачем туда поехали? Чтобы показать вот эти подозрения, там, фигурирование в каких-то пленках, что это не преступление, а типа элемент давления. Опять-таки, мы, когда анализируем, сбрасывая все в кучу, пытаемся как-то... Смотрите, это воровство, это превышение полномочий, это действительно преступление внутри Украины, которое совершил Ермак, Умеров, или не совершил, а подозреваются, да, они в этих, скажем так, противодействии. Но нам же их отправили туда, и Умеровой, чтобы показать, что вот смотрите, они борются. А вот эти уголовные дела, возможно, или там подозрения, это типа на них давят. Но они, несмотря на то, что давят, смотрите, вот уже дедлайн подвинули, или, например, там условия какие-то выторговали, несмотря ни на что, какие борцы. И отбелили их. И дальше в этом нужен какой-то яркий акт. И потом взять, например, Порошенко и в тюрьму посадить, в СИЗО отправить. А чего? Найти судью, подпишет, все сделает. И это внутри как бы... И все опять
опять все забыли с этой Женевой о том, что воровство – это преступление, о том, что на фронте швах, о том, что продвижение идет в Днепропетровской области, все как-то, знаете, умалчивают. Купянск, Покровск, уже как бы попрощались даже с ними, уже это неинтересно и не важно. А тут, представьте, еще хлопнут Петра Пятого, и он же говорил, Зеленский, я ваш приговор, возьмут и все, и люди, как вот эти крысы у Нильса под дудочку, пойдут туда, куда им скажут идти, я имею в виду, будут смотреть туда, куда им скажут, а не наверх. Александр, я думаю, на мой взгляд, так, чтобы я тоже деликатно подбирать слова, я думаю, что как задержание или отправка в тюрьму человека, который, конечно, имеет некий политический вес, не будет иметь явление цунами для страны, в которой, в принципе, понимают, что люди, которые более низкого ранга и статуса, вывели огромнейшие деньги из страны, и с ними ничего не случилось. И я думаю, что вот даже вот такие шаги, они никак не повлияют на украинское общество, с моей точки зрения. Пример простой. Была Надежда Савченко такая, я просто как социолог беру. Человек, номер в списке номер 1 у Юлии Владимировны, да, вот который стал, которая там герой Украины и все такое, вот, которое было с ней связано. И потом, как человека нивелировали, то есть по позиции. Я сейчас не говорю о позиции политической, что делать. Просто вот человек выходит наверх, и вот человек уходит вниз. И что потом с человеком случилось, который вернулся, стал героем Украины и символом Украины этой, понимаете, который на тот промежуток времени. И что? И по значимости, по общественному влиянию, наверное, человек был на тот промежуток времени не менее ярким, значимым, чем Петр Алексеевич. Еще раз говорю, ни в коем случае не пытаясь там мерить рейтинги и так далее. На мой взгляд, еще раз таки, Александр, понимаю, что Порошенко, какие-то действия против него не решат проблему Зеленского. Проблема внутри его команды. Команда, близкий круг, часть близкого круга Зеленского уже отсутствует на территории страны. И ничего с этим сделать невозможно. Вот это по факту произошло. И эти люди, с ними связано то, что из страны ушло огромное количество денег. А уход этих денег также связан с ребятами из Европы и, возможно, с кем-то из демократической партии, как они думают, ну, как бы в команде Трампа, которая, в принципе, для них может стать элементом внутренней политической борьбы, опять-таки, в тех же Соединенных Штатах. Вот я так размышляю на сегодняшний день. И я думаю, что никакие сейчас аресты, посадки не повлияют. Сейчас вот мы начали с вами эфир с того, что действительно есть ли ожидание мира. Вот давайте какие-то промежуточные, чтобы да. Да, есть в украинском обществе, задали вопрос, есть огромный запрос на мир. Да, нет того доверия к власти, которое было в 2022 году. Да, нет какой-то четкой картины будущего, которая есть для Украины. Есть риски, еще четвертое, есть огромные риски, связанные с тем, что если сохранится по условиям этих договоров, мы опять-таки вычленим только несколько из этих 28 или 26 или 24 пунктов, я не знаю, но которые, если глубоко проанализировать и привлечь специалистов, которые в этих вещах понимают лучше, чем мы, а мы здесь просто берем то, что нам близко, да, то получается, что каждый вопрос имеет десятки, вернее, каждый пункт договора имеет каждых там, 100 возражений или 100 каких-то контраргументов, которые для нас пока непонятны. Но это не повод, чтобы не идти к миру. То есть я считаю, что вот как вот если ссылаться опять-таки на тех же американцев, то, скажем, вопросы заключения мира значительно ближе стали. Такой вариант есть. Маятник опять качнулся в сторону. Но если мы хотим, Александр, заглянуть на несколько лет вперед, мы понимаем, что Европа подготовку к войне не остановила ни на грамм. Оружие, вернее, деньги на оборону и на вооруженные силы, реформу, модернизацию, строительство дорог и прочего, они никуда не делись и не денутся в ближайшие несколько лет. Для меня это тоже один из пунктов, которые мы с вами можем обсудить. А их еще десятки и десятки, которые признаки социальные, экономические, политические, о том, что пока никакой демилитаризации не идет. Возможно, это передышка, которая, возможно, связана, еще раз говорю, здесь слово «возможно», связана с тем, что действительно им нужно как-то американцам переформатировать свои отношения с Европой. Вернее, невозможно, это точно мы можем утверждать. А вот здесь какие варианты? Ну, нужно сделать шаг назад. Ну, поняли, что насколько не пошли. Что вот ситуация, оказывается, что у русских есть требования. Что, оказывается, русские во многих вопросах, то они не виноваты, которые были. Это опять-таки, я цитирую европейцев, но ни в коем случае сейчас ни грамма пропаганды нет, чтобы нас никто в этом не обвинял. Мы просто цитируем источники. Это опять-таки мы берем их, раскладываем. Вот Россия виновата, а вот оказывается, Россия это не виновата. Это мы же сделали. Это мы эти деньги дали. Это мы организовали
и содействовали организации госпереворота. А вопрос тогда возникает, а почему русские должны пройти санкции? Ну, в смысле, почему после русских должны быть санкции? А вопрос еще, кстати, немаловажный в договоре, который был, что там вот тоже такая интересная тема. А что делать с замороженными активами России? О каких репарациях может быть идти речь, если мы опять-таки виноваты в этом конфликте, или мы как бы соучастники? Какой будет вариант решения вопроса? Оказывается, тогда это не репарации, а тогда что это? А тогда как мы будем решать эти вопросы? Там сказали, вот я тоже, как и вы, мы сидим, смотрим все, что там сейчас идет с разных источников, аналитические службы, там дипломаты говорят что-то. Получается, что те же американцы, вот давая какой-то, которые дают какой-то прогноз на будущее, говорят, что подождите, но здесь как бы Россия может вернуться и в G8 в этом случае. Россия может быть еще какие-то вещи. И что эти 150 миллиардов, кто-то написал, такая интересная фраза, что это своего рода плата за мир Трампу, ну то есть как бы посреднику в этом условии. Но надо понять ключевую вещь, на мой взгляд, Америка не посредник. Америка, вот в том моменте, который было все, что связано с 2014 года, они соорганизаторы. И как бы он ни говорил, Трамп, сейчас о том, что мы, если бы я не был, войны не было бы, но это можно говорить сколь угодно по этому поводу, там спорить, не наша задача здесь, Александр, стоит. Но Америка все равно, либо если она реально искренне, вот только слово искренне, конечно, это не в этом случае, не для этой политики, не для этого мира сейчас. Но если они, допустим, хотят на этот момент заморозить конфликт, нужны несколько вещей, на мой взгляд, базовые. Что действительно это нужно им. Сейчас объяснить почему. И самое главное для России. Вот для Украины это жизненно, как они говорят, необходимость, это гарантии. То есть что они подтвердили, американцы? Что это будет суверенитет сохранен. Усеченный, не усеченный, неважно. Суверенитет, раз, мы взяли базовую вещь, что она как страна сохранится. А для России гарантии, которые, скажет, исключают возможности вот 90-х годов, когда продвижение НАТО на восток, которые сказали, мы на словах сказали, мы ничего не должны. Это как раз Минские соглашения, саботаж таких 8 лет Минских соглашений. Россия же тоже на этом чему-то научилась-то. Они же тоже доверяли. Россия до последнего держала эти условия. Кто бы как ни относился, но Россия сделала много больше шагов навстречу после вот даже переворота. Много таких вещей, которые бы, ну, наверное, как потом говорят, наверное, не стоило бы делать там России или чего-то. Я не знаю, но вопрос истории не приемлется сослагательным. Ну, смотрите, тут я с вами могу согласиться лишь в одном, что если бы действительно это был, ну, как посредник, да, то... Это рефери, который обеспечил правила игры. Давайте грубо скажу. Это люди, которые установили правила игры в 2014 году, они не могут априори быть рефери. Или если они будут, извините, я вас опять перебил, быть рефери, то тогда, извините, как тут взаимодействовать? Сори, буквально такая маленькая... Нет, просто понимаете, если... Мы не можем, конечно, никого обвинять, нет решения суда, тем более, что в Украине не просто так продвигались. Но это опять-таки те, кто следит, кто как бы, ну, вот, помнит, у кого память хорошая. Были же сообщения, что в Украине продвигается такая история, что ты не имеешь права называть преступника преступником, если нет решения суда. Ты даже говорить об этом не можешь. И вот такие правки там инициированы были пару недель назад. Мы, конечно, никого не обвиняем, но давайте так. Если бы это была не как бы позиция посредника классического, да, ну, вряд ли бы состав делегации был вот такой. Ну, из варья, понимаете? Из варья, которые замешаны прямо в краже. То есть, фактически, если так вот точку поставить, ну, это Женева мне напомнила, это когда вот, например, это вот хозяин и кот, лицо которого все в сметане, да, вот так это выглядело. Вот этот Ермак и Рубио, ну, например, да, под помятыми, ну, потому что наспех не успели погладить украинским и американским флагами. Да, они ночью выходили и говорили, ой, мы там как никогда договорились. Кот и сметана, понимаете? И они говорят, да, мы за мир, мы за мир. И тут вопрос просто, кто по ушам коту надает, понимаете? И будут ли когти выдирать, и там определенные медицинские процедуры с этим делать. Вот как бы так. Ну, сейчас... Хорошая аналогия, Александр. А почему бы тогда не индейка на День Благодарения? Почему бы нет, да? Ведь они сказали ко Дню Благодарения эту историю. Для них дата символически имеет значение. Это так. Знаете, это такая ирония грустная. Вопрос, не знаю, кто кем считает кого там.
Но, на мой взгляд, для Соединенных Штатов сейчас, если они действительно заточены на результат, если не определенная такая белый шум вот с этими переговорами, там вроде невозможно. Но я считаю, что для меня символическое значение имеет большое. Приехали серьезные американские генералы, которые, в принципе, занимаются организацией сопровождения боевых действий, поддержкой вот именно Украины в боевых действиях против России в этом в том числе. И я так понимаю, что это был и военный аудит в том числе, а это первая делегация была, такая очень серьезная. И поэтому, если говорить о том, что не знаю, кто там, кем является Украина котом нашкодившим, и они приехали, помимо того, что эти люди имеют сомнительную легитимность, это понимает и Соединенных Штатов. Им нужно в эту легитимность продлить. Если это серьезный разговор, и мы с вами выходим на это, и мы тоже никого не обижаем презумпцией невиновности. Но я хочу сказать, для Украины это тоже как коррупция потеряна. Вот после начала второго Майдана, когда людей бросали, кто-то спрашивал, когда их бросали в мусорные баки, да? И когда-то людей спрашивали, когда ставили на колени на Западной Украине людей, которые имели другую точку зрения, почему вы об этом забыли? Почему забыли о том, что когда поломали все дело, почему-то какая-то часть общества, не какая-то, а в смысле какая-то значительная часть общества решила, не большинство, что людей можно ставить на колени, и что в другом регионе живут не люди. А почему забыли об этом? Это кто расчеловечивал тогда людей? Я от других обозначил совершенно неполноценными людьми, особенно наших земляков. Вы что, забыли об этом, что ли? Вот с этого начинается все. Какая там, к черту, презумпция невиновности, чтобы деликатнее сказать. Вот это тогда размылось, все расчеловечилось. Потому что одни хотели быть больше какими-то правомерными, то есть вот эта идея революции вам, которые пошли. Вот отсюда это началось. А потом последовало все другое. Пришли вот эти люди. Это следствие. Это не причина, это следствие вот этих причин, которые совершила значительная часть людей, которые решили почему-то они правее, они могут иметь право без суда бросить человека, депутата или просто какого-то активиста бросить в мусорные баки, ничего им за это не будет. Поставить на колени людей, потом избивать людей. Ведь пока это все было, пол Украины не работало, вы что, забыли это? Когда вот сейчас как раз, это же годовщина Майдана очередного приходит, уже Майдан идет. Вот уже в эти дни, вот сколько-то лет назад, в 2014 году, в 2013 году уже этот Майдан был. Уже там будет через несколько дней, как-то детей побили уже были. Но что последствия, все это всплывет. Это обязательно всплывет. Когда вот эта вся жуть этой ситуации, как это было на самом деле, вот тогда перестроится очень многое. Понимаете, вот на мой взгляд происходит именно так. И вопросы, касающиеся каких-то, ответственности, вот ответственность начнется с тех людей, которые были организаторами, которые вот это все в отношении своих оппонентов вели себя таким образом. Вот отсюда, Александр, мне кажется, и нужно будет стартовать. Вот я по-другому не вижу ситуацию. Евгений Копатько был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Да, спасибо вам. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк и напишите, что думаете вы в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.